Кто как заряжает свой электромобиль? Я заряжаю по-разному, на быстрых зарядках дома и заряжаю от простой розетки 220. Вот сегодня мы про одну из моих любимых зарядок с Алиэкспресса, очень дешево и практически с защитами, со всеми защитами, плюс еще с IP66 защитой, поговорим на канале Технозон. Так вот. Стоимость данной зарядки варьируется от 58 до 85 долларов на Алиэкспресс. И это, в принципе, меня устраивает, потому что, допустим, там, где я живу в Украине, за нее гребут больше там 100 евро. А это вот, ну, честно, это в самый лучшем случае больше 100 евро. Ну, иногда X2, X3 накручивают. При том, что они поддерживают разные входы. Мы сейчас еще перейдем на Алиэкспресс, я вам покажу именно, какие коннекторы поддерживают. У меня Type 2 коннектор. И при этом эта зарядка у нас идет 16 амперная. Пошли покажу. Вот, пожалуйста, смотрите, 16 ампер от простой сети. Это если поддерживают. Ну, я вам честно скажу, у меня сейчас здесь везде электроотопление, поэтому просаживается, мы просаживаем до 200 вольт. Я сейчас это все дело отключу. Пошли отключим зарядку, покажу коннектор. А потом покажу, как это все дело работает. Так, вытаскиваем коннектор. Вот, смотрите. То есть это вот Type 1. Ну, у меня здесь поддерживается еще CCS Type 1, то есть быстрой зарядки. Это Type 1 самой обыкновенной зарядки. Есть разные Type 2 и GBT. И плюс, смотрите, вот так вот он закрывается. Это у нас Fairy. Fairy либо Fairy, по-разному читается в разных языках, есть такая обыкновенная защелка, и у нее IP66. Есть варианты кабеля 3,5 метра, как у меня, в принципе, мне в офисе отлично. Есть варианты кабеля 5 метров. Я советую брать 5 метров, хотя я брал конкретно эту под офис, для того, чтобы просто вот ты воткнул и все. Ну, я у себя ставлю, грубо говоря, 10 ампер. Потому что 16, вы уже поняли, да, просаживает сильно сеть. Теперь давайте так. Какая моя логика? На 10 амперах она выдает у меня 10 километров в час зарядку для моей машины конкретно. На 16 амперах она дает 16 километров в час. Я до офиса еду с утра, грубо говоря, 10 километров. И 10 километров возвращаюсь домой. Это 20 километров. И плюс я здесь компенсирую, по сути, по тарифам своего офиса, я компенсирую себе проезд за день. По цене, то есть это не бензин, так как у меня есть Infiniti QX60, и там расход, извините меня, я 13-14 литров в этом сотки или 95-го какого-нибудь премиума, то здесь это все намного дешевле. Если брать на быстрой зарядке, то все равно это будет в 2,5 раза дешевле, чем на Infiniti, допустим, езжу. Но эта штука подходит очень классно для ночного тарифа. Знаете почему? Потому что у нее есть, смотрите, пошлите функционал рассмотрим. Кстати, а вы подписались, ребят? Вы подписались вообще? Я вам вот это рассказываю, вы без подписки смотрите, у вас совесть вообще есть? Но суть-то не в том. Смотрите, мы включаем в простую розетку. Все, воткнули. У нас есть 1,8 дюймов экранчик. Теперь у нас здесь есть показатель вольтаж, ампер, киловатт-часы, сколько зарядила. Есть у нас отсрочка зарядки, смотрите. То есть есть кнопка Delay. Вот видите, я могу в часах выставить, сколько мне нужна отсрочка зарядки. Ну, в принципе, я вам сейчас объясню логику этого дела. Давайте я переключу, для того, чтобы не сбрасывать до конца, не гонять. Все, воткнули. И есть переключение амперы. 8, 10, 13 и 16 ампер. Я заряжаюсь на десятке, потому что, ну, есть... И, кстати, тут еще температуру зарядки показывает. Именно батареи. Я заряжаю на десятки, потому что, ну, действительно, просаживать у меня в офисе будет проблемно из-за электроотопления. Я просто включаю. Да, перед этим нужно снять. Просто мы воткнули, видим индикацию. Да, подходит, в принципе, с учетом тех коннекторов, которые есть. И смотрим, смотрите, пошла у меня зарядка. Сейчас оно набирает, грубо говоря, свою скорость. Сейчас посмотрим. Но я на 10 поставил, это будет 10 километров в час. Он заряжает. Все. Вот видите, там сейчас 9, оно дойдет до 10. 10, 10, все отлично. Пускай заряжает. И вот в принципе это классно. Вот момент задержки. Когда ты ставишь задержку, у тебя если ночной тариф дома, то ты вообще будешь практически бесплатно ездить, да? Либо я там могу ее, у нее сумочка есть. Еще вам покажу сумочку. Где-то сумочка. Вон сумочка лежит. Фейри, вон она, вон она, вон она. Вон.
к ней сумочка есть, ее можно просто в багажник кинул с собой, где есть розетка, воткнулся, заряжаешься. Медленная, максимум 3,57 киловатта, но сам факт того, что ты, получается, можешь заряжаться там, где находишься. Сейчас многие начнут писать, привязан к розетке. Ребят, на быстрой зарядке я заряжаю ее за 20 минут от 0 до 80%. Это факт. А вот так вот неудобно. Пошли на AliExpress. Во-первых, ссылки на него в описании под видео. А на AliExpress мы пошли посмотрим, какие есть типы, длинные и сколько они стоят. Ну и по ценам. Смотрите, мы сейчас на AliExpress, вот здесь вот у нас есть Type 2, Type 1, а теперь давайте вот мы для начала посмотрим, для каких штекеров. Смотрите, для GBT, для Type 1 и Type 2. Ну, у меня Type 1. Это то, что на этой страничке можно приобрести. $58 он стоит, который 3,5 метров. Вот это вам для понимания. Есть у меня еще вот такой вот зарядничек. Он стоит чуть-чуть дороже. Те же самые 3,5 киловатта, 16 амперный. Но здесь у нас уже идет, видите, Type 2, Type 1. Есть у нас TS NAX, как он называется. И есть GBT-шка. Здесь у нас 5-метровый, поэтому и стоит-то он подороже. От 85 до 264 вольта, сами по себе имеют IP65, IP66, ну и переключение мы уже вам показывали. Так, давайте посмотрим. 1,8 дюймов большой дисплей, 16 ампер. Ну и само собой здесь есть у них защита. По защитам: защита от утечки, защита от повышенного или пониженного напряжения, защита от перегрузки, защита от молнии, защита от перегрева. И все, вот, в принципе, у защиты есть, отлично. У нас есть сравнение, ну это какой-то Technology Industrial Style, не знаю, зачем они какие-то сравнения берут странные с непонятными моментами, но ладно, сравнили, да сравнили. И у них, кстати, вот, все это аргументируется как однофазный 5-метровый. И, кстати, вот 5-метровый я и советую. Я вот пожалел, что я купил 3,5, но ладно, уже будем как будем. Задержка может ставиться от 1 до 15 часов. А это для того, чтобы, видите, они даже здесь показывают для ночного тарифа. И климатические моменты до плюс 55 градусов, от минус 30 градусов и защита от дождя. То есть он влагозащищенный, можно размещать на улице. Что я могу сказать? Очень классная тема. Максимальная совместимость с многими машинами. Слушайте, ну реально, вот эти вот вам показывается. Вот конкретно, ну у меня не Type 2, у меня Type 1. Вот, пожалуйста, мой Type 1 вот такой вот, это Saia Jace 1772. И есть вот такой вот еще TS NAX, тоже неплохой такой по себе зарядничек. Слушайте, классная тема. Я рекомендую для домашнего, для однофазного заряжания, для куда-то поездки какой-то, где-то розетку нашли, подкинули, подзарядились. И еще и классно, что можно регулировать, допустим, вот этот вот ампераж, потому что в моем случае у меня просаживается из-за питания, ну не из-за электроотопления в офисе. В остальном все мы рекомендуем. Классная тема. Подписываемся. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.